Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на вопросы о жизни после смерти, мини-влоги о моей жизни и даже приятное и позитивное общение в чате вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео и на экране. Сегодня мы узнаем, правдой или обманом являются утверждения ученых-парапсихологов, медиумов, экстрасенсов, ясновидцев, пользователей девайсов инструментальной транскоммуникации и прочих экспериментаторов о том, что общение с усопшими возможно. И раз и навсегда закроем этот вопрос. Среди обывателей массово распространена избитая до невозможности фраза «Неизвестно, есть ли жизнь после смерти, никто оттуда еще не вернулся и не рассказал». Эта фраза до того избита и бездумно повторяется людьми, не желающими разобраться в правде, что при каждом ее употреблении буквально вызывает аллергию и известное положение Тони Старка с не менее известного мема. Так как же все обстоит на самом деле? На протяжении тысячелетий человечество ведет общение с миром, куда отбывают усопшие, завершив земную жизнь. Сведения о первых контактах с тем светом можно найти в источниках, созданных за 6 и более тысяч лет до нашей эры, когда наши древние предки только учились осваивать коммуникацию с умершими и изучали контуры мироздания, в том числе и потустороннего. В наши дни способов получения информации с той стороны несколько. Общение посредством медиума или экстрасенса, использование собственных психических способностей, инструментальная транскоммуникация, отчеты околосмертных переживаний, внетелесные опыты, осознанные сновидения и так далее. Долгое время основным способом сообщения с родными и любимыми ушедшими на тот свет оставался медиумизм, посредничество между духами и людьми. Психически одаренный человек, способный заглядывать за завесу, так называемый медиум, организует специальный сеанс, считывает сознание живущего и связывает его с кем-либо, находящимся за чертой бренного мира, получая от духа сообщения и передавая их на землю. Существуют разные виды медиумизма: трансовый медиумизм, медиумизм прямого голоса, материализации, фотографический медиумизм, автоматическое письмо и прочие, о которых мы еще обязательно поговорим отдельно в других лекциях. Несмотря на распространенные заблуждения и стереотипы о том, что никто с того света никогда не возвращался и ничего не рассказывал, что та сторона не может быть изучена, услышана и понята, а все медиумы являются шарлатанами и мошенниками, это далеко не так. За последние 150 лет, пожалуй, ничто не было изучено настолько хорошо, как медиумы и их психические возможности по коммуникации с тем светом. Для этого по всему миру были созданы специальные организации, такие как Общество психических исследований и прочие, которые специализировались на изучении дара медиумов и страстно желали опровергнуть его нематериальную природу, представив доказательства мошенничества или самообмана. Когда во второй половине XIX века эти исследования стартовали, очень быстро выяснилось, что сделать это невозможно даже при всем желании. Яростные скептики, составлявшие собой костяк указанных организаций, очень быстро убедились в существовании загробного мира и возможности общения живущих и усопших. Такие заслуженные ученые и известные личности, как сэр Оливер Лодж, Артур Конан Дойл, Уильям Крукс,
Уильям Барретт, Генри Сиджвик, Фредерик Майерс, Шарль Riche, Александр Бутлеров и многие другие, ранее не верившие ни во что потустороннее, на личном опыте смогли убедиться и до конца жизни затем сами спорили со скептиками, утверждая, что жизнь после жизни определенно существует, а коммуникация между двумя мирами не только возможна, но и ведется постоянно. И даже более того, весьма желательно, так как несет с собой освобождение от страха смерти, насилия и жестокости. Что касается стереотипа о том, что все медиумы и экстрасенсы являются мошенниками и шарлатанами, то по сути он является еще одним косвенным доказательством реальности потустороннего мира и связанных с ним явлений. Ведь рынок мистических услуг существует на протяжении столетий, а рынок, как известно, на пустом месте возникнуть не может. Не будь реального базового явления или товара в основе, не было бы и самого рынка. Действительно, на этом рынке, как и на любом другом рынке, иногда появляются обманщики, желающие различными хитростями выудить из людей побольше денег. Но сам факт устойчивого существования этого рынка утверждает, что база, на которой он основан, реальна. Иначе никакого рынка, и тем более на протяжении такого количества лет, не существовало бы вовсе. Мы все пользуемся услугами тех или иных рынков. Мы ходим на продуктовый рынок и встречаемся там с нечистыми на руку продавцами, которые обманывают, обвешивают и обсчитывают нас. Но разве означает это, что все продавцы такие, а квашеной капусты и соленых огурцов, которые они продают, на самом деле не существует? Разве огромное количество мошенников на рынке юридических услуг означает, что честных юристов и адвокатов не существует вовсе? Разве обманщики, шныряющие туда-сюда на рынках автозапчастей, означают, что ни запчастей, ни автомобилей в природе не бывает? Конечно же нет. Мы все равно продолжаем ходить на рынки, ищем честных продавцов и покупаем их товар. Пользуемся их услугами, едим капусту с огурцами и ездим на машинах. Так почему же в случае с потусторонним многие делают исключения и записывают всех носителей психического дара в мошенники, отмахиваясь от возможности общения с усопшими? Здесь все дело в страхе смерти, которым заражено человечество. Просто для большинства так удобнее. Удобнее принять на веру скептическую позицию и продолжить воспринимать мир исключительно с материалистических позиций, не думая о смерти. Так проще и совсем не страшно. Если бы капуста с огурцами были страшными и неудобными, поверьте, их бы записали в разряд потустороннего, необъяснимого и несуществующего. Только из-за этих страхов и нежелания усложнять себе жизнь все до сих пор и не узнали, что жизнь после жизни продолжается, общение живых с мертвыми возможно, и никто на самом деле не умирает. Да, отмахнуться от темы смерти, убедить себя в том, что связь между миром живых и мертвых невозможна, проще. Но не всегда более простой путь означает движение к истине. Даже наоборот, чаще всего простота означает движение в неверном направлении. Гораздо сложнее побороть страх, разобраться, прочитать множество книг, изучить результаты научных исследований и экспериментов, доказывающих непреложный факт продолжения жизни после смерти. На этом пути может быть страшно и неуютно, придется встретиться с неприятными вещами и, возможно, людьми, но зато в конце пути идущего по нему ждет освобождающий от печалей, страхов и скорбей свет знания о нашей истинной бессмертной природе и бессмертной природе наших родных и любимых. Если вы готовы отправиться этим путем и хотите получить действительно достоверную, качественную и надежную информацию о жизни после смерти и устройстве потустороннего мира, добро пожаловать в раздел источников литературы, который дан на этом канале во вкладке «Сообщество», в нашем телеграм-канале и в любой нашей книге цикла «Жизнь после жизни есть, я знаю». Я тоже прошел именно этим путем
И меня тоже на этом пути ждало множество подводных камней. Например, я столкнулся с непониманием некоторого количества моих знакомых, начавших отправлять меня к психиатрам и давать советы принимать разнообразные таблеточки. Я столкнулся с осуждением со стороны скептиков, с их оскорблениями и ехидством. Но бывают вещи и посерьезнее таких мелочей. Несколько раз на меня выходили мошенники, утверждавшие, что они являются медиумами, которые получили послание для меня с того света от самой родной и близкой мне души, покинувшей этот мир, уже знакомого постоянным зрителям канала Дани. Они приводили часть этого послания, предлагая продолжить общение с теми или иными корыстными целями. Эти послания были так написаны, содержали такие детали и словесные конструкции, цеплялись за самые глубинные струны души, что несведущий человек вполне мог поверить, что они действительно переданы Дании. Излишне говорить, что подобное обрушивается огромным ударом по психике и на длительное время выбивает из колеи. И все же, даже настолько отвратительные попытки погреть руки на скорбящих людях не означают, что все, кто утверждает у себя наличие психического дара и возможности общения с мертвыми, являются мошенниками и шарлатанами, а продвижение к истине надо немедленно прекратить во избежание боли и страданий. Истинные носители таких возможностей существуют. Да, их мало, как мало любых других истинно талантливых людей, но они есть. И именно благодаря им и тщательному научному изучению их способностей сегодня мы имеем возможность получать реальные знания о том свете. Способности таких известных медиумов, как Дэниел Даглас Хьюм, Флоренс Кук, Эмма Хардинг Бриттон, Эндрю Джексон Дэвис, Леонора Пайпер, Хелен Дункан и других изучались множеством видных ученых. Раз за разом общение с мертвыми и явления, вызывавшиеся при их участии, подтверждались. Было вложено огромное количество денег и времени для того, чтобы разоблачить их. Проводились строго научные эксперименты в лабораторных условиях. Нанимались частные детективы, следившие за медиумами и желавшие обнаружить способ, которым они собирают информацию, чтобы затем выдать ее за сведения, полученные от мертвых. Но никто так и не смог поймать их на лжи и мошенничестве. Никому так и не удалось опровергнуть возможность общения живых с мертвыми. Общение с усопшими определенно является правдой, и оно возможно для любого живущего посредством талантливого коммуникатора или лично, как это было показано мной и описано в моей книге «Путешествие скептиков в потусторонний мир». Обманщиков, мошенников и шарлатанов, втирающихся в доверие к скорбящим людям и предлагающим им свои паранормальные услуги, действительно много. Но это явление лишь признак корыстной ориентации среднестатистического человека, желающего получить материальные блага для себя здесь и сейчас любой ценой. Оно вовсе не является опровержением факта продолжения жизни за гробом. Хотят этого скептики или нет, верят в это люди или нет, наша жизнь, жизнь наших родных и любимых продолжается и после смерти биологического механизма, называющегося телом. Слава Богу и первопроходцам! Сегодня мы обладаем огромным количеством накопленных знаний, чтобы убедиться в этом. А самое прекрасное то, что этот объем пополняется с каждым днем. Рано или поздно он прорвет стену неверия, манипуляций и лжи, и жестокий, озлобленный и мрачный мир расцветет и превратится в светлый, добрый и прекрасный. Это, конечно, произойдет не в наших текущих воплощениях, но то, что произойдет, неизбежно и неотвратимо, в этом нет никаких сомнений. На сегодня это все, дорогие друзья. В следующий раз мы будем учиться связываться с нашими усопшими родными и любимыми самостоятельно, без участия медиумов, экстрасенсов, ведьм и гадалок.
Не забудьте про наш Телеграм. Там интересные публикации и приятное общение с единомышленниками продолжаются постоянно, круглосуточно, без обеда и выходных. Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.